Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Я Саша Карельский, и мы продолжаем заново знакомиться с людьми, которые оставили значительный след в истории музыки. В Древней Греции все оценивалось с позиции единства человека и космоса, духовного и материального, этического и эстетического. Прекрасное – это не только красивое, но и нечто гармоничное, вечное. Орфея обожествляли не только за голос и музыкальность, но и за то, что он принес людям свет, надежду на возрождение. 20 век принес славу многим замечательным певцам, но мало кто из них заслужил сравнение с Орфеем. Миллионы людей по праву называли Орфеем Муслима Магомаева. Он был не только великим певцом, талантливым композитором, великолепным пианистом, но и искренним, мудрым человеком. Его неповторимый красивый голос, безупречный артистизм, яркий темперамент и душевная щедрость покоряли людей. Со времен Шаляпина такого взлета в вокальной культуре не было. В 21 веке мы все чаще и чаще слышим подобные высказывания в адрес Димаша Кудайбергена. Мне кажется, это не случайно. Давайте вместе попробуем разобраться, почему. А для этого попробуем обратиться к истории. Муслим Магомаев – прославленный голос советской оперы и эстрады, композитор, актер и кумир миллионной аудитории. Он увековечен присвоением его имени улицам и паркам, а также малой планете в Солнечной системе. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Орденом Почета, а самое главное – народная любовь, которая до сих пор живет в сердцах людей, которые соприкоснулись с его творчеством. Мальчика, родившегося 17 августа 1942 года в бакинской семье театрального художника Магомета и артистки Айшет Магомаевых, назвали Муслимом, что по одной из версий означает «покоритель». Отец узнал о рождении сына на фронте, а виделись они лишь единожды. Магомет Муслимович погиб в конце апреля 1945 года под Берлином. После смерти мужа мама Муслима на некоторое время оставила мальчика на попечение родственников, чтобы продолжить театральную карьеру. С тех пор воспитанием Муслима занимались брат отца и его супруга. Также в воспитании Муслима принимала участие бабушка-татарка Байдигюль, вдова основоположника азербайджанской академической музыки, и композитора Муслима Магомаева, дедушки мальчика, в честь которого он и был назван. Гораздо позже народный артист СССР напишет о своих вторых родителях как об очень умных, поразительно много читавших людях. Дедушка и бабушка Муслима Магомаева, невзирая на то, что Джамал-ад-Дин был высокопоставленным чиновником, Муслима не слишком баловали в детстве. Тем не менее, когда в семье увидели, что мальчик тянется к музыке, незамедлительно наняли ему музыкального педагога. Когда Муслиму исполнилось 7 лет, его отправили на обучение в специализированную школу при Бакинской консерватории. Учился мальчик успешно. Талант Муслима был замечен профессором консерватории, известным тогда виолончелистом Владимиром Аншелевичем, который помог начинающему вокалисту понять, как нужно филировать голос. Магомаев после вспоминал добрым словом профессора, особенно работая над партией Фигаро из Севильского цирюльника. Профессиональному вокалу Магомаев начал учиться в музыкальном училище. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Тогда мальчику было всего 15 лет, и родители переживали, что он может потерять голос из-за слишком ранних выступлений. Полноценный дебют Магомаева состоялся в 1961 году в Финляндии на Всемирном фестивале молодежи. Тогда в Хельсинки он стал лауреатом. Там же Муслим впервые исполнил «Фигаро». Неповторимый баритон исполнителя потряс не только зрителей, но и жюри. Победа на фестивале обеспечила Магомаеву приглашение в Москву в составе делегации
от Азербайджана. С 64 по 65 годы Муслим Магомаев стажировался в Миланском театре Ла Скала, а после возвращения в СССР в 1966 году он выступал в столицах союзных республик. Неоднократные предложения стать ведущим солистом Большого театра Магомаев не принимал, поскольку не любил ограничивать собственную свободу. Он всерьез рассматривал перспективу заключения контракта с директором знаменитой Олимпии во Франции, где дважды выступал с сольными программами. Но Министерство культуры посчитало правительственные концерты важнее перспективы Магомаева стать мировой знаменитостью и буквально не выпустило его из Союза. В 1969 году с Магомаевым случился неприятный инцидент в Ростове-на-Дону. Ему выдали гонорар, втрое превышающий ставку, уверяя, что все законно. Тем не менее, у ОБХСС возникли вопросы, а Магомаев был обвинен в хищениях. На период следствия Министерство культуры ограничило выступления любимца публики за пределами Азербайджана. Отсутствие артиста на правительственных концертах первым заметил генсек Леонид Брежнев. Главный КГБист страны Юрий Андропов позвонил министру культуры Екатерине Фурцевой и буквально потребовал вернуть Магомаева на всесоюзную сцену, поскольку по линии его ведомства любимый певец партийной элиты был чист. Как вы поняли, Леонид Брежнев был большим почитателем творчества Муслима Магомаева. Ну поцелуй меня. В этом же 1969 году разбирательства закончились, и у Муслима Магомаева начался новый виток карьеры. Первая премия «Золотой диск», гастроли во Франции и Италии, Канаде и Иране, Болгарии и Германии. Все эти события вывели певца на новый уровень. В 31 год певец получил звание народного артиста Советского Союза. Популярность была настолько высока, что поклонники носили на руках не только его самого, но и автомобиль, в котором он ездил. В начале 70-х концертный репертуар Магомаева состоял из более чем 600 арий, романсов, песен советских композиторов и поэтов, а также собственных произведений. В конце 90-х артист приостановил свои гастрольные поездки и перестал давать концерты. 28 октября 2008 года народный артист Советского Союза Муслим Магомаев ушел из жизни. Смерть Муслима без всякого преувеличения всколыхнула Россию и бывшие республики СССР. Миллионы людей чувствовали, что потеряли нечто сокровенное, радостное, запечатленное в их памяти яркими красками. Было уникальное всеобщее понимание невосполнимой масштабной утраты. В метро, автобусах, трамваях народ целый день слушал шедевры Магомаева. Певец, подобно слитку золота, не потерял со временем своей ценности, а наоборот, ее многократно приумножил. Пусть твое сердце поет всегда. Вызывает интерес не только исполнительское искусство Магомаева, но и неотделимая от его творчества и уникального голоса личность, о которой можно сказать словами самого певца об одном из своих учителей. Он отдавал другим то, что люди обычно оставляют себе. Не знаю, как вам, а для меня последняя строчка особенно резонирует с образом Димаша. Наши друзья часто пишут в комментариях, что появление Димаша на музыкальном Олимпе словно глоток свежего воздуха, которого они не испытывали со времен творческой активности Муслима Магомаева. Уверен, что это неспроста. Муслима называли живой легендой музыкального искусства. Диапазон исполнительских возможностей Магомаева был необычайно широк. От народных песен до вокальных произведений азербайджанских, русских, западноевропейских композиторов. Он чувствовал себя одинаково уверенно, исполняя сложные классические арии, русские романсы, лирические мелодии. Все было ему подвластно. В целом его выступления отличались многогранностью. Он мог петь и нежные задушевные песни,
и песни, требующие от артиста особой экспрессии и выразительности. Каждая новая песня в его исполнении становилась непревзойденным художественным чудом. Песни, которые он исполнял, мало кто сейчас решается петь, опасаясь не достичь высот его искусства. Надо отметить, что именно Муслим Магомаев по-настоящему открыл для советских людей западную эстраду, безукоризненно исполняя популярные песни на итальянском, английском, французском языках. В личности Муслима Магомаева, помимо высокого профессионализма, всегда чувствовались некая элитарность, подлинный аристократизм, утонченный художественный вкус. А в жизни он был человеком доступным и отзывчивым. На сцене он кардинально перевоплощался, всегда умело входил в образ исполняемой арии или песни. Просматривая записи его выступлений с 1963 года, убеждаешься в том, что певец никогда не щадил себя. Его отличала высокая требовательность к себе. Эти качества отражают его личность. О необыкновенной самоотдаче Магомаева на сцене сохранился отзыв Козловского: «Этот парень совсем себя не бережет». Предлагаю вам еще раз переслушать этот короткий отрывок, и вы почувствуете, что многое из того, что я сейчас вам сказал о Муслиме, во многом, если не полностью, отражает образ Орфея 21 века. Tuhan